Всем привет! Недавно я написал свою книгу. Книга называется «Электронные усилители мощности для радиолюбителей». Радиолюбительство уже, как известно, давно является массовым и увлекательным хобби для многих людей, любителей посидеть с паяльником, сделать что-то своими руками, тем более, что покупные аналогичные устройства стоят достаточно дорого, недешево. Однако в процессе изготовления сложных электронных устройств, таких как, например, усилители мощности или мощные источники питания, или же устройства автоматики и защиты усилителя мощности, многие радиолюбители сталкиваются с рядом вопросов и проблем, которые порой очень затруднительно решить без нужной информации, без нужных знаний и опыта. В интернете очень много ложной информации, которую далеко не все смогут правильно отфильтровать для себя. Поэтому я решился вот на такую серию роликов, которые посвящены усилителям мощности коротковолновым. Попытки поиска нужных ответов в интернете, как правило, приводят к ошибочным ответам. Ко всему этому многие еще находятся в плену ложных догм и неверной, а часто и безграмотной информации по различным техническим вопросам. Отсюда часто возникают ошибки, неверные выводы, заблуждения, которые затем приводят к тому, что радиолюбитель изготавливает свой УМ, усилитель мощности, с ошибками, которые уже затем затруднительно исправить на финальной стадии. В результате усилитель мощности работает либо неустойчиво, склонен к самовозбуждению, либо не все диапазоны возможно настроить, настраиваются не все диапазоны, либо сигнал на выходе усилителя имеет высокий уровень гармоник или же высокий уровень интермодуляции, уровня MD3, как еще его называют, что выражается в повышенном уровне сплеттеров по краям сигнала. Ну и, естественно, нареканий со стороны соседних станций. Это называется помехи в соседнем канале. Все это очень серьезные проблемы, и с ними, как правило, работать в эфире нельзя. Так что же остается делать? В этой книге я попытался осветить советы, которые будут полезны многим радиолюбителям и позволят избежать различного рода ошибок, недопонимания и, как следствие, разочарования в работе электронного устройства и его электрических параметров. Очень много советов, чисто моих авторских, многие из которых проверены многолетней практикой и подтвердили свое право на жизнь. Книга рассчитана на определенный круг радиолюбителей, имеющих определенный уровень опыта в измерениях, в слесарной работе, знание простейших законов физики, закона Ома, знакомых с простейшей техникой безопасности при работе с электричеством. Я убежден, что многие знают, многие узнают из этой книги интересного и полезного для этой книги. Ну вот, а теперь давайте, наверное, перейдем к теме. Ну, немножко я о себе расскажу. Зовут меня Александр Иванович.
А занимаюсь я, начал заниматься радиолюбительством в 1967 году еще. Начинал с шарманок, 6 ПТС, так последовательно несколько ламп, вплоть до ГУ-81. А вот это уже был передатчик ГУ-81 усилитель, и перед ним еще драйвер, который его раскачивал. Это была ГУ-50. Модулятор, усилитель низкой частоты. Это модулятор был. Тогда я работал амплитудной модуляцией. Ну, естественно, задающий генератор перед драйвером. 2500 вольт на анод. Вот. Ну, потом ушел в армию. После армии я закончил этим заниматься и пошел в ДОСААФ обучаться Морзе, морзянке, и затем уже работал на радиолюбительских диапазонах. В основном я посвятил свое хобби контестингу, работе в контестах. И это меня больше всего как бы заводило, больше всего было интересно мне. Много адреналина в крови. Ну, сами понимаете, соревнования и внутрисоюзные, и международные соревнования и так далее. Ну, вот это, так сказать, имею профильное образование по радиотехнике, по радиоинженер. Вот так вот вкратце о себе. А теперь давайте рассмотрим как бы азы работы электронных ламп, поскольку усилители мощности, а мы рассматриваем именно ламповые усилители мощности, оговорюсь, а они все рассчитаны на работу ламп. И для того, чтобы знать, как работают лампы, электронные лампы, наверняка многие знают, как это происходит. Я все-таки объясню, как протекают, далеко не все могут объяснить, как протекают все-таки токи в лампах. Вот. Вот я объясню это на примере. Но если на рисунке обозначен пентод, трехсеточная лампа. Вот третья сетка у меня на земле, на корпусе, на шасси, как говорят, да. Вторая сетка экранная. Она подключена к источнику напряжения. Вот экранное напряжение, да, плюс подается на сетку, ну, а минус уходит на шасси тоже. Далее идет самая нижняя, это первая сетка, она управляет электронным потоком, управляющая называется по этой причине. Вот. Она содержит источник смещения, вот написано bias, это источник смещения, который питает сетку каким-то отрицательным напряжением. Для разных ламп это напряжение, естественно, разное. Для каких-то ламп это, допустим, минус 120 вольт, для других это минус 30 вольт, ну и так далее. Вот. И минус питает сетку, а плюс, соответственно, плюс байоса, он тоже на шасси. И анод сверху, анод, значит, питается через источник питания, свой анодный источник питания. Самый мощный из всех этих вот источников. Вот. Плюс идет на анод, а минус идет через резистор на корпус. Я потом объясню, для чего этот резистор. Он еще называется резистор безопасности. Вот в самом низу стоит резистор такой. От него идет цепь через прибор, ток анода идет на катод. И последнее теперь рассмотрим катод. Катод это источник электронного облака. Он нагревается до красна, до очень высокой температуры в 1000 градусов. И излучает электроны. Вокруг катода образуется такое облако электронов. Но если этому облаку к электродам не приложить никаких напряжений, ни к экранной сетке,
вот к средней, да, и к управляющей, то это облако никуда не оторвется от катода, ему некуда лететь. Его ничто не привлекает, его ничто не притягивает, это облако. Но как только мы прикладываем к аноду плюс, к экранной сетке плюс, к управляющей сетке какой-то начальный минус, а при работе он потом, мы позже рассмотрим, он становится плюсом в отдельные моменты времени. А вот в лампе начинает протекать ток. Ну вот самая львиная доля этого тока приходится на ток анода. Вот от катода электроны из этого облака от катода летят к аноду, проходят через источник питания на корпус и через прибор, вот этот и анода, да, прибор, горизонтальная ветвь, подходит к катоду. Дальше мы остановимся, потому что дальше цикл повторяется. Опять от катода к аноду и так далее. Дальше рассмотрим сеточную цепь, экранную цепь. Средняя сеточка. Значит, при работе сетки протекает ток. При питании сетки плюсом, да, от источника питания экранного. Протекает плюс, протекает ток. Ток сетки идет от сетки через источник питания сетки. Видите? Дальше он идет на шасси. И от шасси, чуть левее, через прибор ИГ-2, ток сетки 2, да, он идет в катод. Опять мы пришли к катоду. И третий источник, вот этот байос, он питает сетку минусом своим. Но при работе, как я уже упоминал, этот минус может становиться плюсом. Почему? Потому что мы на сетку, кроме смещения, еще подаем возбуждение наше. Какое-то напряжение возбуждения от трансивера или от драйвера, неважно от чего. И это напряжение синусоидальное. Байос это постоянное, а это синусоидальное. И когда это синусоидальное, это напряжение в фазе со смещением, оно складывается. А когда в противофазе минусуется. Поэтому может быть такой момент. Здесь минус, да, ну, допустим, минус 100. А у нас приходит амплитуда на сетку от драйвера. Ну, к примеру, плюс 100. Поэтому эти минус 100 и плюс 100, они взаимоуничтожатся, и будет на сетке 0. Но если у нас на сетку приходит не плюс 100, а, допустим, плюс 200, ну, к примеру, плюс 200, то выходит такая картина. Плюс 200 и минус 100 будет плюс 100. То есть на сетке в какой-то момент времени до плюс 100 развивается. Может быть и больше развиваться. Ну, мы рассмотрим вот так для понятия, да, чтобы лучше понять, мы рассмотрим плюс 100. Так легче вычислять. Минус 100 и плюс 100 будет плюс 100. Вот. Сетка в этот момент становится анодом, потому что на ней плюс 100 в частности. Да? Она на короткое время становится анодом. Поэтому эта сетка уже становится источником тока, как анод. И ток течет от сетки через байос на корпус, через прибор ИГ-1, шасси и на катод возвращается. Итак, мы пришли к тому, что на катод возвращается 3 тока. Ток анода, ток экранной сетки зеленым и ток управляющей сетки коричневым. Все они идут каждый через свой прибор. ИГ-1 это ток сетки, ИГ-2 это только ток второй сетки, и ИА это только ток анода.
эти токи не будут хотя, казалось бы, они перешли в катод, все вместе должны суммироваться, но поскольку дальше от катода они разделяются, как бы, понимаете, приходит одна труба, вода приходит по одной трубе, а дальше от нее отделяются три трубы. А вот и по каждой течет свой ток отдельно. Поэтому в данном случае все приборы будут измерять только исключительно свой ток. Если же мы поставим в катод один прибор общий, то он будет измерять сумму токов. Ток анода плюс ток экранной сетки зеленым и плюс ток управляющей сетки, когда на ней напряжение раскачки заходит в положительную область. Три тока. Но нам как бы ни к чему измерять все три тока. Нам нужно раздельно. Нас интересует, как правило, раздельное измерение тока анода, тока экранной сетки и тока первой сетки. Вот для этого ставят три прибора. Они как бы, казалось бы, все вместе включены в катод. Но на самом деле за счет разветвления токов внутри лампы они не измеряют общий ток. Ну, я надеюсь, это тут несложно как бы понять, если вдуматься. Вот таким образом, теперь я обещал объяснить, для чего же нужен вот этот резистор. Его еще называют резистор безопасности. Вот смотрите, к примеру, такая возникла внештатная ситуация. За счет высокого напряжения на аноде и экранной сетки, если мы превысили предел, к примеру, предел по паспорту на экранной сетке плюс 600, а на аноде 2500. А мы, допустим, подали на анод 3000 вольт, а на сетку не 600, а 800. У нас может возникнуть прострел с анода на экранную сетку. За счет этого образуется очень большой ток анодный. Вот по этой цепи, по коричневой, по большому кругу анодный ток, который может легко вывести из строя прибор, измерительную рамку прибора ИА. Вот этот вот в горизонтальной ветви, да, вот этот прибор ИА, ток анода, может легко быть выведен из строя. В результате получится аварийная ситуация. У нас минус, если не будет резистора вот этого, у нас минус с источника питания, с блока питания анодного напряжения, минус останется в воздухе. Он никуда не подсоединен, понимаете? Потому что рамка прибора сгорела. Она намотана, выполнена тонким-тонким проводом. Она просто перегорела физически, а резистора нет. В этом случае возникает аварийная ситуация. Ток источника питания, блока питания никуда не стекает, ему некуда стечь. Понимаете, не замкнутая цепь. Идет только накопление заряда на конденсаторах, электролитических конденсаторах, которые я позже покажу на схеме, да? Идет накопление, а стока нет. В результате напряжение ищет пути выхода, куда ему стечь. Ему куда-то надо стечь. Идет накопление заряда, ему надо куда-то стечь. И представьте себе, напряжение все-таки находит тонкое место, куда ему стечь, все-таки разрядиться. Это могут быть диоды, если они не выдерживают напряжения. Это может быть еще хуже ситуация обмотки трансформатора между вторичной и первичной. Если там где-то есть тонкое место, этот накапливающийся постоянно заряд, он обязательно найдет это место и пробьет его. В результате мы имеем выход из строя трансформатора, а перемотка которого потом занимает много нервов, сил и прочее. Так вот, для таких ситуаций
непредвиденных, таких вот нештатных, да, чтобы уберечься от таких ситуаций, вводится вот такой резистор. А вообще-то их вводится два в параллель. Почему два? Потому что если один перегорит, то останется запасной. Некоторые даже делают три. Эти резисторы большого номинала, так порядка 1 килоома, да, через них протекает очень-очень маленький ток. Вот. Уменьшая ток вот измерения, на измерительной головке. Но там буквально доли процента протекает ток, поэтому он практически не влияет на измерение. А вот этим прибором ИА, да, никакого влияния не оказывает. За малостью протекает ток, и если даже рамка прибора повреждена, то усилителю будет вернее, не усилителю, а заряду источника анодного питания будет куда стекать на шасси. На шасси катод через лампу и плюс. Вот так цепь замыкается. Круг замыкается, да? Ему будет куда стекать, он не будет в воздухе. Вот поэтому их называют резисторы безопасности. Они могут сохранить вам очень много. При вот таких каких-то бросках тока анодного, да, как прострел, там очень большой ток идет. А в лампе может там до 50 ампер. А такой ток очень легко выводит из строя вот эти приборы все, если тем более они не защищены, да. Вот эти измерительные приборы, которые там рамка намотана, но буквально проводом, наверное, 0,05, если даже не 0,03, очень тонкий провод, волосок буквально. Ну вот, чтобы избежать этих неприятностей, вот такой резистор, собственно, и ввели. Ну вот, пока что это как бы первый ролик из нашего цикла. Мы рассмотрели, как протекают токи в лампах, как работает эта лампа. Ну вот, продолжим. Для примера покажу, значит, свой блок питания. Это блок питания для лампы ГС-35, Галина Сергей 35Б, мощный триод, такой военная лампа, очень надежная, хорошо работает. Вот источник питания, значит, виден тороидальный трансформатор, схема по удвоению, да. Ну что тут, вот тумблеры видны на передней панели. 3 тумблера последовательно, они включаются. Первый включает обдув лампы. Кстати, этот блок питания выполнен отдельно, потому что усилитель мощности на ГС-35Б достаточно большой, тяжелый. Поэтому, чтобы веса не добавлять, я всем рекомендую делать блоки питания раздельные. До мощности от, наверное, где-нибудь 700 ватт и выше, 1000 ватт. Делать блоки питания раздельные. Вот, с первым тумблером включается обдув лампы, вторым тумблером включается обдув, вентиляторы, там все. Вторым тумблером включается накал, и вся автоматика включается, запитывается автоматика. И третьим тумблером уже после отработки таймером 3 минут, когда лампа уже прогрелась, накал, все, включается, подается анодное напряжение. Но выключается, естественно, в обратной последовательности. Анод отключается, затем дается лампе обдув в течение примерно 3 минут, 4-5, чтобы она остыла. И только после этого выключается все остальное. Вентиляторы отключаются в последнюю очередь.
Вот таким вот образом все это. Ну, тут хорошо видны, что чего. Небольшой вентилятор стоит для охлаждения. Вытяжной, отмечу. Вытяжной стоит вентилятор для охлаждения трансформатора. Стоят диоды, диодный мостик, стоят электролиты. И вот стоят резисторы, 4 в параллель. И вы видите. Это об этих резисторах. Это резистор защиты от прострелов. О нем я расскажу попозже. Для чего он и как. Но вот этот тип, это старое фото, вот этот тип резисторов, я уж не помню, они керамические. Я их категорически не рекомендую применять. У меня был такой случай, когда на ровном месте потеряли контакты резисторы. У меня резко изменился ток. Я выключил, начал проверять, а резисторы просто вышли из строя на ровном месте, потеряли контакт. Поэтому я рекомендую в качестве этих резисторов, резистор безопасности в анодной цепи, я рекомендую категорически применять остеклованные резисторы типа ПЭЛ или что-то, ПЭФ, наверное, да? ПЭФ 10, ПЭФ 25, вот такие есть, знаете, зеленые, толстенькие, вот их. Это проволочные резисторы. Вот их можно и нужно применять в этой цепи. Они работают надежно. Ну вот еще сейчас вот такой блок питания. Это со снятой крышкой. Еще один я покажу. Вот еще один блок питания. Тоже стоит Тор, но это уже не мой источник. Блок питания не мой. Это блок питания от усилителя, который позже мы будем рассматривать на двух лампах в параллель ГУ-46. Это мощные пентоды. Вот. Вот этот блок питания для этого усилителя. 2-киловаттный усилитель на выходе. Вот. Это его тор анодный. Это батарея электролитических конденсаторов. Тут диодный мост с шунтирующими каждый диод конденсаторами. Вот. Дальше еще какой-то стоит трансформатор, ну, вспомогательный. Может, для автоматики 600 вольт. Я тут вижу 800 вольт. Ну, наверное, экранную сетку питает. Вот. И дальше тут какие-то стоят, видимо, платы стабилизаторов. Экранный стабилизатор. Стабилизация напряжения экранной сетки. Стабилизация смещения там и так далее. Ну, вот такой в общем виде. Вот о таком резисторе я упоминал. Вот он. Вот он, красавец. Вот от такого типа резистор. ПЭФ, по-моему, насколько я помню, ПЭФ. Вот. Вот такой резистор. Такой резистор практически никогда не сгорает. У него оплавляется даже вплоть до того, он раскаляется вплоть до того, что у него оплавляется стекло. Но сам он не сгорает, он продолжает работать. Очень надежная штука. Рекомендую. Вот. Ну и теперь вот схема анодного выпрямителя. Такой. Ну, одна из схем, один из вариантов. Одна из вариаций. Вот трансформатор сетевой с повышающей вторичной обмоткой. Да. Первичная обмотка. Питается при положении переключателя вверх. Он питается как обычный мост. Вот. Один конец вторичный подключается к этому мосту, к этим двум плечам. А второй конец подключается вот к этим двум плечам. Одно плечо и второе плечо. Вот обычная двухполупериодная. Эти в данном случае не работают, диоды.
Но зато работает конденсатор, естественно, электролитический, сглаживающий. И параллельно им резистор. Каждому каждому электролиту параллельный резистор. Для чего резисторы? А тоже, так сказать, для безопасности. Когда мы выключаем анодное из сети, прекращаем работу. Если электролитические конденсаторы очень хорошего качества, они могут очень долго сохранять свой заряд на обкладках. Если вы там, допустим, даже через 10 часов вам понадобится что-то там сделать, и вы применили, вас может очень сильно ударить током. Так вот, эти резисторы как раз для разряда, накопившегося разряда, они постепенно разряжают ток, разряд стекает, и они в виде тепла этот разряд рассеивают в воздух. Теперь, если мы замкнем вот этот ключ, переключатель замкнем, то этот же усилитель у нас становится уже удвоителем. Тут работает уже так. Вот эти 4 полуплеча работают как одна секция, а вот эта секция из диодов работает как другая секция, да? Вот. Поскольку этот вывод подключен к середине конденсаторов и работает как эта схема работает как удвоитель. В этом случае, естественно, напряжение на выходе вот здесь будет удвоено. Ну, если нужно для каких-то целей, то, пожалуйста, можно так. Но, как правило, делают на одно напряжение, а выпрямитель, чтобы не заморачиваться дополнительно. Вот, собственно, ну тут потом я расскажу более подробно об этих выпрямителях и так далее. Ну а на этом, наверное, пока наш ролик первый можно закончить. Благодарю вас за внимание. Если вам понравилось, ставьте лайки и подписывайтесь на мой канал. До свидания, всего доброго, до встречи.